салатом оливье связаны сразу две старинных новогодних традиции. Первая – это, конечно, готовить его на Новый год. А вторая – спорить о том, какой рецепт правильный. Сегодня мы попробуем в этом разобраться, а заодно ответим на другие важные вопросы. Правда ли, что оливье придумали в Эрмитаже? Правда ли, что оригинальный салат был с рябчиками, телячьим языком, раками и икрой? Надо ли все-таки класть туда морковь? И кто это такой легендарный оливье? Начнем с последнего вопроса. Точно мы этого не знаем. Какие только легенды не ходили о том, кем он был и кому служил. Личный кулинар не то короля Людовика XIV, не то Наполеона, не то Николая II. При дворе последнего русского императора действительно состоял французский шеф-повар Оливье, но совсем другой. Звали его Шарль. Было это перед самой революцией, и к салату он не имел отношения. А самая распространенная и правдоподобная версия связана с Люсьеном Оливье, который кормил московскую публику с 1860-х годов. Работал он в ресторане «Эрмитаж» при одноименной гостинице на углу Неглинной и Петровского бульвара. Это была одна из главных гастрономических достопримечательностей тогдашней Москвы. Эрмитаж любили аристократы и богатые купцы. Кухня была французская, интерьер богатый, имелся даже зал с колоннами для особо роскошных вечеров. Считается, что Люсьен Оливье родился в Москве, в семье парикмахера-француза. Такое бывало достаточно часто, Россия тогда считалась страной возможностей, типа Америки. В крупные города охотно ехали мигранты из Европы. Некоторые исследователи даже предполагают, что Оливье по паспорту был Николаем, то есть обрусевшим, а в Люсьена переименовался ради рекламы. Насчет возможностей у него все сложилось. Начинал он служащим Эрмитажа, а в 1870-е уже стал его владельцем. Там, в Эрмитаже, Оливье и изобрел свой салат. Есть популярная байка, что произошло это случайно. Якобы сначала Оливье красиво сервировал все ингредиенты по отдельности. Но купцы такой сложности не понимали. Перемешивали ассорти и ели ложкой. «А, вот так, значит, решил француз. Ну, получайте, сам смешаю и соусом заправлю». Получился хитяра. Что это были за ингредиенты? Вот тут начинаются загадки. По легенде, оригинальный рецепт Оливье держал в тайне и унес с собой в могилу. А умер он рано. Могилу, кстати, обнаружили совсем недавно, в 2008-м, на Введенском кладбище в Москве. Нашли там надгробие с надписью «Люсьен Оливье. Скончался 14 ноября 1883 года. Жил 45 лет». В первую очередь неясно, что изобрел Оливье на самом деле. Точно можно сказать, что это было некое сборное холодное блюдо из мяса и овощей под соусом на основе оливкового масла. Соус и был главным секретом. Многие повара пытались его повторить, но ни у кого не выходило так же вкусно. По основной версии Оливье готовил не салат, а майонез. Не тот майонез, который мы заправляем салаты сейчас, а историческое блюдо. Оно так и называлось. Блюдо состояло из сытной части и овощного гарнира под муссом из холодца. Таких майонезов было множество. Из телятины, говядины, домашней птицы, дичи, рыбы. Получается, что изначально оливье был ближе к заливному. Салатом он точно не назывался. В те времена это слово обозначало, собственно, зеленый салат. Есть и более экзотические версии. Например, одна выводит происхождение салата оливье из обычной русской окрошки. Основные составляющие и правда похожи. В поваренных книгах XVIII века окрошками назывались любые холодные кушанья из остатков мяса. Что касается рецепта, то вряд ли его держали в секрете. История о тайне пошла из известной книги Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». А это скорее сборник увлекательных баек и городских легенд, чем исторический документ. Скорее всего, тот самый рецепт вообще нигде не фиксировался и мог меняться в зависимости от наличия продуктов, статуса гостей и графика церковных постов. Так или иначе, после ухода шеф-повара со сцены его рецепт зажил своей жизнью. Оливье начали подавать в других ресторанах, рецепт попал в кулинарные книги. Первый вариант, более-менее похожий на современный, можно найти в журнале «Наша пища» от 1894 года.
Там предлагается смешать нарезанного рябчика, вареный картофель, ломтики огурцов, каперсы, оливки, украсить все это кубиками холодца и как следует залить соей кабуль. Это соя кабуль, она же кабульский соус. Еще одна загадка гастрономической истории. То, что точный старинный рецепт до нас не дошел. Известно, что это был соевый соус с какими-то там специями, с пряным и крепким вкусом. Журнал «Наша пища» издавал теоретик пищевых технологий Михаил Игнатьев, а жена его, Пелагея Александрова Игнатьева, написала кухонный бестселлер XIX века – книгу «Руководство к изучению основ кулинарного искусства», которая выдержала множество переизданий. Там тоже есть очень похожий вариант оливье. Детали меняются от издания к изданию. Где-то есть трюфели, где-то каперсы. Но основой остаются рябчики. Книга Александровой Игнатьевой занимала на кухнях страны прочное второе место. А первое принадлежало, конечно же, Елене Малаховец с ее подарком молодым хозяйкам. Малаховец была настолько популярна, что ее рецепты активно крали и переиздавали без разрешения автора. Появилось множество контрафактных версий. Авторы пытались копировать даже фамилию – Малаховская, Малковец, Мараховцев. Этот последний даже название передрал почти дословно. Полный подарок молодым хозяйкам. Новейшая школа поварского и кондитерского искусства. Именно из книги Мараховцева 1904 или 1905 года взят рецепт, который часто всплывает в сети как канонический оливье или оригинальный оливье XIX века. Цитата. 2 рябчика, 1 телячий язык, паюсная икра, отварные раки или банка омаров, свежий салат, пикули, огурцы, каперсы, крутые яйца, соя кабуль. Все это великолепие предлагается уложить на блюдо и сопроводить соусом провансаль. Традиционного холодца тут уже нет, зато все очень дорого и богато. Настоящий Малаховец предлагала средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве, а не такой роскошный кич. Зато у Мараховцева появляются вареные яйца, еще один важный ингредиент современного оливье. Он же приводит постный вариант – салат оливье рыбный. Все то же самое, только вместо рябчиков и языка фунт свежей осетрины. Салат уже тогда был любим и популярен. Это можно понять хотя бы потому, что он пережил революцию. Первое время оливье оставался отдушиной Непманов и даже успел стать символом буржуазной жизни, как раньше. В прессе оливье бичевали как блюдо, которое никак не соответствует идеалам социалистического строительства. Ходили даже упорные слухи, что контрреволюционные элементы демонстративно встречают за этим салатом Старый Новый год. Несмотря на критику, салат сохранился. С конца 30-х он уже реабилитирован. Сначала под именем салат из дичи, потом как салат из птицы и салат столичный. С этим связана отдельная легенда. Якобы помощником у оливье работал некий Иванов, который однажды удачно подсмотрел за мастером во время приготовления секретного соуса. И вот этот Иванов начал подавать столичный в советском ресторане «Москва», где стал шеф-поваром. Иногда помощником оливье и создателем столичного салата называют шеф-повара Москвы Григория Ермилина. Но, так или иначе, наследник модифицировал рецепт под новые реалии. Рябчиков заменил на куриное филе, каперсы на зеленый горошек. Эквивалентом раковых шеек стала морковь, просто потому что она похожа по цвету. Это, скорее всего, тоже байка. В конце 30-х даже очень молодому су-шефу Эрмитажа времен оливье должно было быть, сильно за 70 лет. Но зато есть факт. В 1939-м вышла знаменитая книга о вкусной и здоровой пище с рецептом салата из дичи. Он отдаленно похож на старорежимное оливье. Включает вареного или жареного рябчика. Причем там же рядом есть и салат столичный, где фигурирует птица или дичь, раковые шейки, маслины и соус южный, советская реинкарнация сои кабуль. Интересно, что в 1939-м оливье еще предлагается нарезать не кубиками, а бланкетами, то есть продолговатыми такими ломтиками, как в дореволюционных рецептах. Со временем оливье-подобные салаты стали проще. Пропала эта таинственная соя, исчезли раки, зато закрепились демократичный картофель и яйца. Обязательным стал майонез, уже не блюдо, а заправка, производство которого нарком Микоян наладил в Советском Союзе после своей знаменитой поездки в Америку.
К 60-м и 70-м оливье окончательно устоялся в качестве праздничной закуски. Надо заметить, что готовили его не только на Новый год, но и вообще по любым праздникам. На 7 ноября, на дни рождения и просто для гостей. Его подавали не только дома, но и на официальных банкетах, в конторах, ведомствах. Но именно Новый год обессмертил салат оливье и сделал его традицией. Во многом произошло это потому, что за приготовлением оливье чаще всего собиралась вся семья. Каждый компонент требовалось подготовить и нарезать, и это делалось вместе. В итоге предвкушение праздника оказывалось важнее, чем само блюдо. На руку сыграл даже дефицит. Многие ингредиенты для оливье было трудно достать. Не из-за цены, а потому что никогда не получалось до конца предугадать, где и в какой момент на прилавке выбросят, например, венгерский зеленый горошек. Собрать весь набор для оливье – это был тот еще квест, который иногда занимал несколько месяцев. Ну а люди во все времена так устроены, что все редкое и сложно добываемое кажется им вкуснее. То же самое случилось и с нашим оливье. В общем, оливье был обречен стать праздничным. Французское имя добавляло ему загадочности и шика, но употреблялось не всегда. Где-то его звали салат праздничный или гостевой. Встречались варианты майонезный, зимний и столичный. Кстати, за границей оливье очень часто называют русским салатом, что забавно, учитывая его происхождение. У каждой семьи возникли свои вариации рецепта. В качестве мяса говядина, курица, докторская колбаса, у кого-то крабы или кальмары. Кроме горошка, яиц, картофеля и соленых огурцов, некоторые кладут морковь и лук. Майонез, бывает, смешивают со сметаной, чтобы смягчить вкус. В 90-е годы ингредиенты оливье перестали быть дефицитными, а на рынок хлынули импортные товары. Зажглись новые звезды, например, крабовый салат с кукурузой. Мода на оливье пережила легкий спад, он стал казаться каким-то банальным, что ли, советским. Но время показало, что оливье вечен. Сегодня существуют сотни его вариаций, от роскошных с раковыми шейками и паюсной икрой в духе лже-молоховец до тазиков архетипического советского оливье, которые предлагают службы доставки. Можно честно сказать, что в салате оливье главное не загадка его происхождения, не историческая правильность и даже не вкус. Главное – это что без оливье Новый год не наступит. А самый правильный рецепт, я вам по секрету скажу, это, конечно, рецепт вашей мамы и вашей бабушки. Озвучьте этот рецепт в комментариях, заодно сравним.